Вы наверняка видели изображение космического телескопа Джеймс Уэбб. Насыщенные деталями портреты далекой Вселенной, которые моментально расходятся по новостям и социальным сетям. Они создают ощущение, будто именно космические обсерватории сегодня являются главным источником новых визуальных открытий. Но в то же время на Земле начал работу новый наземный инструмент, который по своим возможностям и масштабу задач ничуть не уступает самым известным космическим телескопам. С вами Роман, и сегодня мы поговорим о потрясающей обсерватории Веры Рубин. В этом видео мы разберем первые впечатления изображений, полученные новой обсерваторией, от огромного космического моря галактик до светящихся туманностей и астероидов, незаметно пролетающих рядом с нашей планетой. Заодно мы посмотрим, чем эта обсерватория принципиально отличается от других и почему она способна делать то, что недоступно даже самым мощным космическим телескопам. Итак, обсерватория получила свои первые изображения, сделанные с помощью самой большой цифровой камеры, когда-либо созданной для астрономии. Эта камера сопоставима по размеру с небольшим автомобилем и весит около 3 тонн. Каждое ее изображение имеет разрешение 3,2 миллиарда пикселей. Чтобы отобразить один такой снимок без уменьшения, понадобилось бы примерно 385 телевизоров формата 4К. Теперь вы знаете, куда ушла вся оперативная память. Объем информации, с которым работает система, по-настоящему огромен. За одну ночь наблюдения и обзор способен собрать около 20 терабайт данных. Одной из причин, по которым космические телескопы вроде Хаббла и Джеймса Уэбба дают столь четкие изображения, является их расположение за пределами земной атмосферы. Там нет атмосферных искажений, облаков, светового загрязнения или пьяных гуманоидов. А вот наземные телескопы вынуждены бороться с этими факторами, поэтому место их установки имеет решающее значение. Именно поэтому обсерваторию Рубин построили в пустыне Атакама в Чили, одном из самых сухих и темных регионов на планете. Большая высота, минимальная влажность и стабильная атмосфера создают здесь практически идеальные условия для астрономических наблюдений. Диаметр его главного зеркала составляет 8,5 метра, вторичного 3,5 метра. Но ключевая особенность конструкции заключается в наличии третьего, 5-метрового зеркала. Большинство телескопов используют двухзеркальную схему, однако трехзеркальная система позволяет одновременно корректировать оптические искажения и сохранять исключительную резкость изображения по всему полю зрения. К телескопу присоединена камера, не имеющая аналогов по масштабу. Ее длина составляет около 3 метров, а ширина 1,5 метра. Она предназначена для регистрации ультрафиолетового, видимого и ближнего инфракрасного излучения. Камера состоит из 189 отдельных сенсоров и оснащена линзами из плавленного кварца. Каждая экспозиция захватывает участок неба площадью 10 квадратных градусов, что эквивалентно примерно 45 полным лунам. Это чрезвычайно широкий угол обзора. Для сравнения, если сопоставить возможности Веры Рубин с более ранними проектами, разница становится очевидной. Например, предшественник Слоун на протяжении 20 лет постепенно создал карту около 35% неба. А вот обсерватория Рубин способна картографировать все видимое небо южного полушария, около половины всей небесной сферы, всего за 3 дня. Очевидно, что разница колоссальна. При этом десятилетняя продолжительность обзора выбрана не для того, чтобы охватить еще большую площадь. Главная цель – добавить временные измерения. В результате будет создана своего рода покадровая хроника Вселенной, позволяющая отслеживать изменения ночного неба с беспрецедентной детализацией. Это означает возможность наблюдать не только объекты, но и процессы, вспышки сверхновых, движения астероидов, изменения яркости звезд, редкие и кратковременные события, которые раньше могли остаться незамеченными. Как и любой обзор неба, обсерватория Веры Рубин не ограничена одной задачей. У нее есть 4 ключевых научных направления. Это исследование темной материи и темной энергии, каталогизация объектов Солнечной системы, мониторинг временных и переходных явлений
и подробное картирование структуры Млечного Пути. Предыдущие обзоры, такие как Гайя, Пан-Старс, Дейси и Слоун, заложили основу, но Рубин поднимает эту работу на новый уровень. Ожидается, что данные обсерватории позволяют обнаружить миллионы новых астероидов, создав каталог, не имеющих аналогов по объему и полноте. Важно и то, что научные результаты не будут скрыты за десятилетием ожидания. Команда проекта планирует регулярно публиковать изображения и данные, позволяя наблюдать за открытиями по мере их появления. Уже первые тестовые наблюдения, продолжавшиеся чуть более 10 часов, дали впечатляющий результат. Были зафиксированы миллионы звезд и галактик, тысячи астероидов, и эти изображения представляют собой лишь небольшой, предварительный фрагмент будущего обзора. Один из первых опубликованных снимков получил название «Космическая сокровищница». Он состоит из 1185 экспозиций, сделанных за 7 ночей, и показывает область в южной части скопления Девы на расстоянии около 55 миллионов световых лет. Это ближайшее к нам крупное скопление галактик. Мозаика площадью 25 квадратных градусов раскрывает поразительное разнообразие объектов, объединяя изображения, полученные в разное время и через разные фильтры, что позволяет выявить детали, которые были бы незаметны при одиночной экспозиции. В одной части кадра доминируют две крупные спиральные галактики, рядом с которыми видна группа сливающихся систем, соединенных нитями вещества. По всему полю изображения распределены как близкие, так и далекие галактики, а на переднем плане присутствуют звезды нашего Млечного Пути. В другой области, получившей неофициальное название «Космическая драма», яркие звезды нашей галактики выделяются на фоне десятков ближайших галактик и далекого красноватого фона более удаленных объектов. Всего на этом изображении содержится около 10 миллионов галактик, лишь 0,05% от примерно 20 миллиардов галактик, которые обсерватория Рубин планирует наблюдать за все время работы. И еще одно раннее изображение представляет собой мозаику двух туманностей, собранную из 678 отдельных кадров, полученных за 7 часов наблюдений. В центре находится туманность Лагуна, расположенная примерно в 5200 световых годах от Земли. Это одна из немногих областей звездообразования, которые при благоприятных условиях можно заметить невооруженным глазом. Однако человеческое зрение воспринимает ее как слабое сероватое облако, поскольку оно чувствительно лишь к узкому диапазону длин волн. Обсерватория Рубин регистрирует гораздо более широкий спектр, а дополнительные диапазоны кодируются цветами. Инфракрасное излучение отображается красным, а более энергичное ультрафиолетовое – синим. Для сравнения, часто приводят снимок той же области, сделанный космическим телескопом Хаббл в 2018 году. Он чрезвычайно детализирован, но охватывает участок всего около 4 световых лет. Обсерватория Рубин показывает туманность целиком. При размере около 55 световых лет она занимает лишь небольшую часть кадра. Разница связана с задачами инструментов. Хаббл оптимизирован для детального излучения отдельных объектов, тогда как Рубин создан для съемки гигантских участков неба с высоким разрешением. За одну экспозицию он охватывает площадь примерно в 4000 раз превышающую поле зрения Хаббла. На этой же мозаике можно различить рассеянное скопление Месье-21, туманность Трифид, звездное скопление Бохум-14 и шаровое скопление NGC-6544, содержащее десятки тысяч звезд. Даже такие плотные структуры на общем изображении выглядят крошечными, что наглядно демонстрирует масштаб наблюдений. При этом обсерватория Рубин уже дает не только эффективные изображения, но и реальные научные результаты. За первые несколько дней наблюдения было обнаружено 2104 ранее неизвестных астероида, включая 7 околоземных, не представляющих для них угрозу. Для сравнения, все остальные наземные и космические обсерватории вместе взятых находят около 20 тысяч новых астероидов в год. Ожидается, что Рубин обнаружит миллионы таких объектов в первые 2 года работы.
Он также может стать ключевым инструментом для поиска межзвездных объектов, проходящих через Солнечную систему, подобных Оumuamua, 2I Борисов и 3I Атлас. Кроме того, обсерватория зафиксировала 46 переменных звезд типа RR Lyra, древних пульсирующих объектов, широко используемых для измерения расстояний. За время обзора таких звезд может быть найдено до 100 тысяч, включая объекты на расстояние более миллиона световых лет. Это позволит существенно уточнить структуру внешних областей Млечного Пути. Уже в первый год работы Рубин соберет больше оптических данных, чем все предыдущие обсерватории. По итогам десятилетнего обзора общий объем информации достигнет примерно 500 петабайт, содержащих миллиарды объектов и триллионы измерений. После завершения всех испытаний обсерватория начнет регулярно сканировать южное небо, фиксируя кратковременные космические события в реальном времени и одновременно создавая десятилетнюю хронику эволюции Вселенной. Судя по первым изображениям, это будет один из самых масштабных и информативных астрономических проектов в истории наблюдательной астрономии. А мы продолжим исследовать фотографии Веры Рубин. На первый взгляд это просто астрономическая фотография, но если задержаться на ней чуть дольше, становится ясно, что перед нами нечто гораздо большее. Это глубокий многослойный срез Вселенной, в которой зафиксировано движение материи на масштабах миллионов световых лет. Яркие источники с шипами в переднем плане – это звезды нашей собственной галактики Млечного Пути. За ними раскрывается главное содержание кадра. Поразительное полотно почти из 10 миллионов галактик, изящные спирали, призрачные эллиптические системы, хаотичные столкновения, пойманные в момент слияния. Каждое пятнышко, каждое слабое красноватое свечение представляет собой отдельную островную вселенную из миллиардов звезд. Чтобы почувствовать масштаб, достаточно одного факта. Этот единственный снимок охватывает область неба почти в 70 раз превышающей площадь полной Луны. Поле зрения настолько велико, что космическому телескопу Хаббл потребовалось бы столетия, чтобы собрать мозаику той же области сопоставимой глубиной. И все же обсерватория Веры Рубин получила этот результат всего за 7 ночей наблюдений, объединив 1185 отдельных экспозиций, сделанных крупнейшей цифровой камерой, когда-либо созданной для астрономии. Это ближайшее крупное скопление галактик к Млечному Пути, и обсерватория Рубин раскрывает его с поразительной детализацией. Цветовая палитра изображения получена путем объединения снимков. Синие оттенки в спиральных галактиках связаны с молодыми, горячими звездами, которые ярко светят и указывают на области активного звездообразования. Красноватые тона эллиптических и далеких галактик принадлежат более старым и холодным звездам, остаткам систем, давно прекративших рождение новых светил. В одном изображении одновременно видны и юность, и старость Вселенной. Если приблизить отдельные участки, первым бросается в глаза Месье 49, огромная эллиптическая галактика, светящаяся мягким желтоватым светом. Она наполнена древними звездами, и ее спокойный красноватый оттенок ясно указывает на то, что звездообразование здесь завершилось очень давно. Чуть левее расположена NGC 4535, впечатляющая спиральная галактика, обращенная к нам почти строго лицом. Она сияет голубовато-белым светом, свидетельствуя о том, что новые звезды там формируются прямо сейчас. Ее спиральные рукава богаты газом и пылью, внутри которых скопления горячих молодых звезд буквально подсвечивают структуру галактики. Между этими двумя гигантами можно увидеть целый звездопарк других систем. Двухрукавные спирали, массивные эллиптические галактики и крошечные карлики. А на заднем плане, словно рассыпанные по небу красные драгоценные камни, видны слабые красноватые пятна галактик, находящихся далеко за пределами скопления, на расстоянии более миллиарда световых лет. Продвигаясь дальше, мы выходим к одной из самых впечатляющих спиральных галактик во всем скоплении Девы – Месье 61.
Она дает редкую возможность увидеть, как мог бы выглядеть Млечный Путь, если бы мы могли посмотреть на него сверху. М-61 была открыта почти 250 лет назад и с тех пор остается объектом пристального внимания астрономов, включая наблюдения телескопа Хаббл. В ее центре находится сверхмассивная черная дыра массой около 5 миллионов солнечных. Но главное, что выделяет эту галактику, ее высокая активность. Это галактика вспышечного звездообразования, где новые звезды рождаются гораздо быстрее обычного. Об этом говорят яркие голубые спиральные рукава, заполненные молодыми горячими звездами. М-61 не просто красивая картинка, а галактика, пойманная в самый насыщенный и энергичный период своей эволюции. А вот одно из самых захватывающих фрагментов изображения – тройное слияние галактик. Это редкая и хаотичная сцена, где три галактики находятся в процессе масштабного столкновения. Их формы искажены и вытянуты гравитационным взаимодействием. Звезды и газ вытягиваются в длинные хвосты, мосты и дуги, создавая динамичную картину, застывшую во времени. В очертаниях все еще угадываются следы исходных спиральных структур, но они явно перестраиваются под действием мощных сил. Сравнение этого участка с изображениями из более ранних обзоров неба показывает разницу особенно наглядно. Вид обсерватории Рубин значительно резче, глубже и насыщеннее деталями, выявляя структуры, которые раньше были едва заметны. Подобное слияние радикально меняет судьбу галактик, вызывая всплески звездообразования, подпитывая сверхмассивные черные дыры и в конечном итоге формируя новые типы галактических систем. Чуть ниже этой бурной сцены располагается гораздо более спокойная картина. Две идеальные спиральные галактики, видимые почти строго сверху. На первый взгляд кажется, что они образуют пару, вращающуюся друг вокруг друга, но это лишь иллюзия проекции. На самом деле галактика справа находится примерно на 20 миллионов световых лет дальше, чем та, что слева. Они никак не связаны и просто случайно оказались рядом в поле зрения. Каждая спокойно вращается в безбрежном космическом пространстве. И еще ниже можно заметить тонкую, но примечательную деталь. Небольшое скопление слабых красноватых пятен. Это далекие галактики, находящиеся далеко за пределами скопления Девы и связанные между собой гравитацией. Их теплый оранжево-красный цвет – надежный признак огромных расстояний до Земли. На всем изображении заметны очень яркие объекты с длинными лучами. Это вовсе не галактики, а звезды нашего Млечного Пути, находящиеся в миллионы раз ближе к нам, чем слабые фотоны галактики. Лучи вокруг них не физическое свойство самих звезд, а оптический эффект, возникающий из-за взаимодействия света с элементами конструкции телескопа. При отделении кадра становятся заметны неровные, зубчатые края изображения. Это не ошибка, а области неба, которые обсерватория Рубин еще не полностью покрыла наблюдениями. На аннотированной версии снимка в верхнем левом углу хорошо виден регион тройного слияния галактик, одна из самых выразительных особенностей всей сцены. Но самое поразительное заключается в другом. Подавляющее большинство объектов здесь вообще не подписаны, не потому, что они не важны, а потому, что их раньше никогда не изучали. Многие из них до сих пор вообще не были замечены. Благодаря уникальной глубине и широте обзора обсерватории Рубин, бесчисленные новые галактики и структуры впервые выходят из тьмы, ожидая своих исследователей. Галактики и звезды не единственные скрытые объекты на этом снимке. Есть еще кое-что, буквально на виду. Если присмотреться, становится ясно, что изображение засветили астероиды. Они видны в виде цветных полос, пересекающих кадр. Это следы астероидов, которые двигаются по Солнечной системе во время длительных экспозиций. Они лишь пролетают мимо, но программное обеспечение обсерватории Рубин способно обнаруживать такие объекты и даже удалять их из финального изображения, сохраняя чистый, глубокий вид Вселенной. На отдельных фрагментах видно несколько астероидов, открытых этой обсерваторией, и многие из них мы наблюдаем впервые. Острота зрения Рубин позволяет замечать даже такие слабые астероидные следы, которые ускользают от других обсерваторий.
Это подводит к главному вопросу, что может делать обсерватория Рубин с поверхности Земли такого, чего не может даже космический телескоп стоимостью 10 миллиардов долларов, как, например, Джеймс Уэбб. Ответ заключается в принципе ее работы. На протяжении веков астрономия опиралась на статичные изображения, отдельные снимки Вселенной в фиксированный момент времени. Они дали нам огромное количество знаний, но упускали ключевой момент. Вселенная постоянно меняется, звезды взрываются, астероиды дрейфуют, черные дыры вспыхивают, галактики сталкиваются. Одни процессы длятся секунду, другие дни или годы. Чтобы понять их, нужны не просто фотографии, а последовательность кадров. Именно это и создает обсерватория Веры Рубин. Сканируя всю видимую часть неба каждые несколько ночей, Рубин позволяет астрономам наблюдать развитие космических событий в реальном времени и даже возвращаться назад, чтобы увидеть их начало. Каждую ночь обсерватория делает новые снимки, которые затем сравниваются с эталонными изображениями той же области. Все неизменно исчезает, а остаются только объекты, которые переместились, вспыхнули, потускнели или появились впервые. Этот метод называется дифференциальной съемкой, и он чрезвычайно эффективен. От астероидов переменных звезд до вспышек активности черных дыр бескрайней Вселенной.